Привет! У нас сегодня на обзоре новинка, противоударный смартфон от бренда Kubot King Kong 5 Pro. Думаю, что смысл пытались вложить понятный, да, то есть как бы непобедимый, огромный, много умеет. И сегодня мы рассмотрим его все сильные и слабые стороны, которые есть у любой модели. Итак, начинаем. Начнем с самых сильных сторон. Kubot King Kong 5 Pro имеет диагональ экрана 6,088 дюймов HD+, каплевидный экран, 11-й Android, процессор MT6762D 8-ядерный, камера на 48 мегапикселей и яркая вспышка. Фронтальная камера на 25 мегапикселей, USB Type-C вход для зарядки, причем обычный, и аккумулятор емкостью 8000 мА, который заряжается скоростным методом 5 вольт 3 ампера. Цвет у нас Black Orange, и его цена сейчас на сайте AliExpress составляет $149.99. Как по мне, цена соответствует тому, что я уже узнал об этом смартфоне, и дальше поделюсь, почему я так считаю. Во-первых, у этого смартфона 4,64 по памяти, у него 2 стереодинамика, но они остаются желать лучшего. Подозреваю, что это по-прежнему связано с тем, что у противоударных смартфонов нельзя добиться очень качественного звучания. Поверьте, есть с чем сравнить. У меня Poco X3 смартфон, где стереодинамики, был на обзоре Poco M3 и приобрел Poco M3 Pro, поэтому здесь стереодинамики просто стерео, но не являются супер качеством. Дальше будем тестировать. Вес смартфона составляет 312 грамм. И это нас не удивляет, потому что у него мощный аккумулятор, у него стекло с защитой Gorilla Glass. Сверху на стекло, кстати, наклеена защитная пленка. Крепкий корпус из поликарбоната. Реально очень крепкий. Давайте рассмотрим комплектацию, а потом перейдем к внешнему виду. Упаковка выполнена в черном цвете, хорошая полиграфия, золотыми буквами название нанесено. В комплекте мы получаем сам смартфон. Сверху вот такая наклейка была. Внутри под смартфоном находится скрепка для извлечения лотка с сим-картами и несколько инструкций и гарантийный талон. Здесь у нас располагается наушники, ребята, причем USB Type-C с микрофоном и кнопкой регулировки громкости, а также мощный кабель для зарядки 5 вольт на 3 ампера. Тоже USB Type-C обычный, не удлиненный, что огромный плюс, если выйдет из строя, с легкостью можно найти замену в любом магазине. И 15-ваттный блок питания уже под наши розетки. 5 вольт 3 ампера. У смартфона отчетливо видны защитные протекторы. По бокам вот такие вот выступы, уголки. Здесь сам динамик тоже находится вот в такой вот интересной форме. По бокам все края закругленные, но вот эти все выступы, внешний вид и оранжевая вставка очень красиво смотрятся. У модуля нет выступа над корпусом. И по бокам, обратите внимание, находится рамка. То есть такая окантовка, которая поднимается. К сожалению, такой окантовки практически нет у экрана. Пленка, и здесь эта окантовка отсутствует. Поэтому лучше сразу прикупите стекло защитное, хоть здесь и Gorilla Glass, но лучше прикупить. Снизу располагается заглушка, под которой находится гнездо для зарядки USB Type-C. Она полностью из плотной резины и имеет собственную отдельную прокладку. Под ней располагается огромное место, чтобы туда подключить кабель. Причем кабель подключается, еще раз сделаю акцент, любой, без всякого удлинения. Рядом располагается отверстие микрофона. Это единственный основной микрофон. Сим-лоток располагается слева от экрана. Давайте туда тоже заглянем. Открываем. И как всегда, чтобы извлечь, необходимо там в отверстие вставить. Причем еще вот взял не родную скрепку, не подходит. Толстая игла. Еще взял одну, и это уже подходит. Извлекаем лоток. У лотка 2 нано-сим-карты, либо нано-сим-карта и карта памяти до 256 гигабайт. Все заглушки должны быть плотно закрыты. Кстати, если вас интересует, как ловит данный смартфон, то уровень сигнала у него в тех местах, где, будем говорить так, уже нестабильная связь, он по-прежнему имеет 2:1 деление и стабильно слышно собеседника. Расположение кнопок включения у него необычное. С этой стороны находится кнопка питания отдельно. Чуть ниже располагается боковой сканер отпечатка пальцев, который хорошо срабатывает. Еще ниже плавная мягкая кнопка для либо
запрограммируемых каких-то программ, например, двойное нажатие, включается голосовой ассистент, либо можно использовать для подводной съемки или же просто для фотосъемки. Вот так берешь как фотоаппарат и привычное место. Нажал — снимок, нажал — снимок. Под лотком с сим-картами располагается кнопка громкости. Вот смотрите, если я держу смартфон, этой кнопкой я либо включаю, либо разблокирую, а здесь добавляю громкости. Кажется, в моей руке мужской все логично и удобно. Осталось просто привыкнуть. На задней стороне располагается модуль 42 мегапикселя 2 и 2. Основной модуль на 48 мегапикселей. 5 мегапикселей это макрообъектив и 0,3 мегапикселя сенсор глубины. Рядом действительно располагается мощная вспышка, достаточно яркая, белого освещения. Сверху отверстие динамика и снизу два отверстия, но здесь располагается динамик вот в этой области, а здесь, наверное, для красоты. А это клапан обратного давления. При погружении в воду он помогает. Этот смартфон рассчитан для погружения в воду, защищен от пыли, влаги и по стандарту IP68, IP69 и MIL STD 810G. Это военный стандарт и действительно подходит для экстремальных людей или активных людей, которые занимаются спортом или которые боятся, например, упустить смартфон, чтобы с ним что-то не случилось вдруг. То есть он имеет крепкую раму, корпус и выдерживает такие нагрузки. Конечно же, дальше будут тесты, поэтому не переключайтесь. И напоминаю, что есть тайм-коды. Следите, будут полезны для вас, если ищете какую-то конкретную информацию. Также рядом с динамиками, датчиками располагается индикатор уведомлений. Первые мои впечатления о внешнем виде были, что он реально огромный, соответствует своему внешнему виду. Минимальные рамки у экрана, если запустить вот белый цвет, то кажется все допустимо. Кстати, номеронабиратель здесь как с английскими, так и с русскими. При совершении звонка оператору давайте посмотрим, как происходит звонок и есть ли запись разговоров. Запись разговоров отсутствует. Это у нас обычная громкость. Практически не слышно. Включив громкую связь, у нас вот такой вот звук. Зверніть увагу. Наразі проводяться технічні роботи після оновлення систем. Виникли складнощі з користуванням послугами. Натисніть 1. Перейти далі 2. Громко. Слухати ще раз. Натисніть зірочку. Очень хорошо. Кстати, очень чувствительный в перчатках сенсор срабатывает без проблем. То есть другой смартфон у меня до этого был на обзоре. Кажется, это был у нас Narzo, если я не ошибаюсь, то там не настолько чувствительный. А вот здесь, ну, реально для людей, которые ведут активный образ жизни, то, что нужно, подойдет. Смартфон поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth версия 5.0. Также этот смартфон может работать в виде репитера. Если вы подключились к Wi-Fi, как сейчас я могу еще отдельно активировать точку доступа. При этом происходит не только прием, но уже раздача со моего смартфона интернета рядом для моих друзей или для моих других гаджетов. 11-й Android и интересная оболочка внутри смартфона. Если сравнивать с другими смартфонами, то значки здесь в оболочке этой необычны. Они стильные, понятные, и зайдя в раздел о системе, мы сразу можем узнать все параметры смартфона. А также давайте посмотрим другую информацию. Например, есть пункт жесты. Также можно настроить управление кнопками или их отключить, включить управление жестами. Есть возможность выбрать несколько пользователей. Приятным бонусом является встроенный датчик NFC, благодаря которому можно производить бесконтактные оплаты, который в нашей стране без проблем работает. Также есть возможность настроить управление по сенсору, например, 3 пальцами сделать скриншот или же управление жестами влево-вправо, но это на любителя. И отдельный пункт по настройке кнопок. То есть можно настроить эту кнопку, чтобы вызывался голосовой ассистент, либо настроить кнопку громкости, чтобы можно было запускать камеру. Двойное нажатие на кнопку питания и камера запустилась. В Antutu Benchmark у нас выдало 96 990. Кто-то проводил там с трудом 80 набралось, но, наверное, не умеют проводить, либо поленились. Реальные тесты вот такие вот. И если развернуть, то у нас вот такие вот выдало показатели. При тестах температура, естественно, поднялась на 2 градуса. Это допустимо и нормально. Смартфон в режиме активности не перегревается. То есть температура около 28-30 градусов. В смартфоне есть электронный компас. И, как вы видите, это произошел запуск. Сейчас он вышел на связь. Это первый запуск. 32 видит уже. И начал
спустя около 10 секунд находить остальные. Я сейчас нахожусь в студии, и на связь он 12 уже вышло. Причем поддерживает все виды спутников: GPS, Navstar, GLONASS и Beidou и Galileo. Это надежный помощник в том, чтобы во время путешествий или работы проложить маршрут. Можно использовать как навигатор и не подведет вас с такой мощной батареей. Кстати, по поводу расхода аккумулятора, здесь еще есть интересные функции, но прежде чем я вам покажу их, которые помогают экономить заряд, давайте покажу, как работает сканер отпечатка. Нажимаю на сканер, точнее просто прикасаюсь к нему, и он без проблем срабатывает, но не настолько быстро. Теперь покажу, как работает разблокировка по лицу. С большой задержкой, но срабатывает. Вот сейчас без перчатки держу, то чувствую, что очень благодаря такому его вылитому корпусу очень удобно, прочно, не боясь, можно держать в руках. То есть хоть он и увесистый, 319 грамм, но очень удобно держится, не скользит. Сделаем пару тестовых снимков. Это у нас противоударный смартфон, еще один, с экраном поменьше, 5 дюймов. И будем его фотографировать. Цвета передает естественно. Так вот, по поводу камеры. 48 мегапикселей. Вообще я ждал, когда мне в руки попадет противоударный смартфон с камерой больше 20 мегапикселей, в надежде, что наконец-то я получу смартфон, у которого будет отличная камера. И возможно, я себе такой бы смартфон оставил. Но нет. 48 мегапикселей не меняет в данном случае качество картинки. Почему? Когда вы будете в конце обзора все тестовые фото без всяких обработок и видео смотреть, то вы поймете, что качество остается желать лучшего. Да, при хорошем освещении, при уличном освещении очень хорошие снимки. Но для видеосъемки он точно не подходит, и нету того, что хотелось бы видеть. Например, как это есть у смартфона Poco X3, которым я даже использую видео его в наших видеороликах. И вы будете видеть обзор на этот смартфон, снятый на Poco X3, когда там на пеньке или где-то в траве. То вот на Poco X3 снимались эти такие превьюшки. А этот смартфон остается желать лучшего. То есть камера здесь нормальная за свои $149 с учетом, что он противоударный. Но когда ты слышишь 48, тебе кажется, что здесь должен быть отличный снимок. Нет. В меню есть режим монохром. Все становится черно-белым. Вообще черно-белым. Еще один снимок. Второй режим — это видео. В этом режиме мы можем в настройках увидеть, что меняется качество максимальное 1080 и 30 кадров. Режим картинки, просто значит фото. Face Beauty, это значит украшение лица. И также другие настройки, в которых есть отдельно режим Bokeh, который активируется путем нажатия на эту кнопку, и кнопка макро. Эти два режима выбирают специально те модули, которые мы подключаем. И другие режимы, которые вы здесь видите, включая сканер или замедленное движение. Активируем макромодуль, но при активации этот модуль уже должен мылить, правильно? Но он не мылит, а значит, что это все псевдо-макро, мне так кажется. Давайте проверим, правда. Вы сами будете это оценивать. Я лишь сделаю пару снимков. Снимает вообще классно. То, что я сейчас вижу, даже можно использовать приближение, рассмотреть модули на камере. И режим Bokeh. Эффект Bokeh не по кругу размывает, это точно. И видно, что здесь у нас в центре остается сам смартфон, но слегка края вижу захватывает. То есть на улице он будет хорошо справляться, а вот в помещении не совсем. Больше, конечно же, тестов вы сможете увидеть в окончании видео, и судить, насколько хороша камера, конечно же, вам. Напишите в комментариях. Теперь запускаем тест звука. И при этом я покажу сначала, как звучит этот смартфон, а потом покажу, как звучит качественный звук на Poco X3 для разницы, без всяких обработок. Итак, запускаю. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Звук действительно стерео, два динамика работает.
Это максимальная громкость. Не громкий. Вот эта мелодия громкая. Даже, я бы сказал, слегка глуховатый. Это связано с тем, что там установлены динамики с мембраной специальной. Зато когда кладем на поверхность, звук очень такой громкий становится. Ну а теперь послушайте, как звучит Poco X3. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Звук очень громкий и очень качественный. Это для примера. Ну и стоит он гораздо дороже, но и не противоударный. Поэтому мы рассматриваем как бы вот слабые, сильные стороны и плюс с минусом, вот они где-то должны сойтись. Вот здесь, кажется, стереодинамики как добавка к тому, чтобы был вот более объемный и качественный звук, это плюс. Теперь давайте поговорим об аккумуляторе. Аккумулятор здесь заявлено на 8000, верно. А через USB-тестер он взял 7250, не дотянул. И в YouTube мы тоже его тестировали. Я имею в виду на разряд от 100 до 0%. Он продержался больше 12 часов. Сколько точно, сможете узнать вот в этом 2-минутном видео в подсказках. Переходите и смотрите этот отдельный видеотест. Обычно у противоударных смартфонов присутствует отдельное меню, где есть специальные инструменты. Ну, например, там магнитометр или шумометр. Здесь же этого меню нет, но зайдя в меню, можно обнаружить, что есть FM-радио и работает только с наушниками. Чтобы слушать, подключите наушники. Благо они в комплекте есть, поэтому огромный плюс. Правда, можно использовать гарнитуру только через USB Type-C, то есть либо вы слушаете музыку, либо заряжаете. Еще отдельный плюс, что от этого смартфона можно заряжать другие девайсы, то есть он как Powerbank может заряжать. Для этого вам понадобится OTG-переходник, чтобы заряжать другие девайсы, или же к этому смартфону подключать мышки, клавиатуру или флешки. Да-да, ребята, все это он умеет. Теперь покажу некоторые фишки, которые здесь есть, чтобы экономить заряд. Например, опуская шторку, можно увидеть режим ночной. Это не желтая подсветка. Нажимая сюда, у нас становится экран, как будто бы электронная бумага. Полностью все черно-белое. Это очень сильно будет экономить, во-первых, аккумулятор, во-вторых, ваши глаза беречь. Работает этот режим либо по расписанию, либо включается вручную. Отключаем его, и здесь также есть ночная подсветка. Активируя, экран становится желтизной, и эта система настраивает. Также максимальная яркость вам сейчас видна, а это минимальная. Она нормальная на этом смартфоне, но хотелось бы порог яркости еще ниже. Конечно же, здесь присутствует ночная тема. Активируя ее, все становится черным. Ну, мне так нравится, в помещении очень удобно. Это тоже экономит заряд. Теперь пришло время протестировать данный смартфон на погружение в воду и посмотреть тестовые фотографии, видео, отснятые на этот смартфон. Ну что, мы на тестовой площадке, я там тоже запустил видео, съемка идет. Я уже возле ската набранным водой, ну там где-то 1,4 куба воды. Это приличное тоже давление, если он упадет на землю. Но чтобы это все у нас проходило честно, заглушки все закрыли, я это произвожу прямо на ваших глазах. Опускаем смартфон на дно, и он будет при этом снимать. Поехали. Вот так. Смартфон на глубине, упал в ил. Надо с него снять класс Кубот, надпись светится там. Надо с него снять этот ил. И сейчас съемка идет тоже под водой. При этом я могу останавливать, и никак это не вредит смартфону. Поднимаем, смотрю, там даже ил в места динамика попадает, но это не страшно. Вот таким вот легким движением, и все решается. Съемка здесь идет. Все есть. Отлично. Вынимаем из воды, поснимаем немного, как всегда, рыжика. Так, сработал сенсор, потому что я прикоснулся к экрану, но рыжик здесь. Рыжуля, всем привет передавай.
Ну и теперь пришло время протестировать. Кстати, сейчас я его тестирую после погружения в воду. Звук еще слегка подхлипывает, это звучание плохое пропадет после того, как подсохнет. Графика здесь установлена стандартная, не максимальная, потому что понимаю, что он не вытянет на очень высокой графике, качественная картинка не будет. Но так отлично справляется. Подвисает где-то моментами. Но в игрушки поиграть однозначно можно. Ссылка, где я покупал этот смартфон, есть в описании под видео. Напишите, что вы думаете об этом смартфоне и какие ваши впечатления о том, что вы узнали, о том, какая у него цена и то, что вы увидите о фотографиях. Тестируется смартфон King Kong 5 Pro. Это у нас передний модуль камеры, съемка 1080-30 кадров и стабилизация отключена. Я вижу, что можно в настройках включить стабилизацию. Сейчас я это сделаю, и следующий тест будет с включенной стабилизацией. Как только я активировал режим стабилизации, картинка сразу приблизилась, то есть она цифровая, и я пройдусь. Ну, лучше, но все равно тряска есть. Ну, а это в пасмурную погоду тестируется задний модуль камеры. Я сейчас в движении, стабилизация отключена. И сейчас я ставлю на паузу и включаю стабилизацию. Цифровая стабилизация активна. Картинка чуть ближе опять стала. Вышли на полянку с клубникой. Клубничка цветет. Поднесу ближе и посмотрим, как фокус подстраивается. Автоматически, ребята, подстроился. Даже видно там насекомое. Сейчас я использовал цифровое приближение. Отодвигаю. Автофокус. Не такой шустрый, но есть. Подстраивается. Нужно еще подождать. Это тесты задней камеры.